После барахолки я решил немножко пройтись по центру города, посмотреть, что здесь интересного есть. Я знаю, что здесь есть турецкий дом, итальянская улица, так как Река — это очень старый город. Рассказать вам историю города я, конечно, всю не смогу, немножко прочитал для себя, чтобы знать, куда ехать. Река, город, имеет название от одноименной речки, которая протекает через город и впадает в залив. Речка называется Риечина. Если перевести с хорватского, это просто река. Кстати, у итальянцев название этого города звучит как Фиуме. Фиуме, да. Извините за мой итальянский, я итальянский не знаю. Так вот, этот город очень богатый на историю. Здесь когда-то давным-давно поселились кельты. Было поселение кельтов. Позже сюда пришла цивилизация древних римлян. Это был как один из районов присоединенных. Когда Римская империя пала, сюда пришли позже славяне. А чуть позже пришли уже балканцы. Народ, который живет на Балканах. Кстати, здесь проходили постоянные переделы границ. Этот город побывал в составе разных государств. Очень интересно, если так я прочитал историю. Его постоянно передавали, завоевывали друг другу. Он был у французов, когда французские войска заняли город, присоединили этот город к Франции. Также он был в составе Италии. Даже в одно время революционер, поэт захватил этот город и превозгласил этот город свободным городом-портом. В Риме был подписан договор, и какое-то время, совсем немного, город считался как отдельным таким государством. Очень интересно. Ну, после, конечно, Италия занимала этот город. Граница проходила именно по речке. Позже, после Второй мировой войны, город попал в Югославскую республику. И после развала СССР город перешел к Хорватии. Так что сегодня он находится в составе Хорватии. Город суровый, в нем есть порт, где происходят постоянно какие-то движники, отгрузка, погрузка, привозят. Вот передо мной как раз лежат штабеля с деревом. Здесь торговля идет, так что, ребят, неплохо. Город держится, работа есть, люди работают, это очень хорошо. Вот такое очень интересное меню с историческими фотографиями. Красиво оформлено. Сам ресторан оформлен очень хорошо, мне понравился так по старинке. Здесь старые кастрюли есть, грабли старые, очень интересно все сделано. Заказали мы себе хорватские блюда, сейчас принесут, я вам покажу. Я сам еще не пробовал, это мясо разное, плюс картошка, овощи, обычно, да, такое вот хорватское блюдо. Сказали, что попробуйте хорватский шпицелитет, так что ждем. Принесли нам тарелку, поднос с мясом, рисом, картошкой и грибами и разными специями. Я теперь смотрю и думаю, что это много, хотя эта порция рассчитана на двоих, но это очень большая порция.
нереально съесть вдвоем. Это можно, наверное, втроем съесть. Втроем, да, вот втроем, если мы соберемся, то мы съедим. После плотного обеда решили немножечко размяться, и буквально в шаговой доступности есть крепость. Так что мы направляемся туда, посмотрим крепость видами, которые открываются с этой крепости. Она стоит на самом высоком месте в городе Риека. Ну вот мы находимся в крепости. Крепость была построена в 13 веке. В 1775 году было большое землетрясение, где почти весь город был в руинах. Крепость также пострадала, ее восстановили. Во время мировых войн в 20 веке также крепость была повреждена, ее восстановили. Сейчас является достоянием города Риека. Вход бесплатный, можно прийти посмотреть, очень все красиво сделано, так что давайте пройдем и посмотрим. Сошли мы внутрь, уже такой холодок, потому что сегодня было на солнце 40 градусов, представляете? Так, здесь вот такой проход. Поднимаемся выше, сейчас достигнем самой высокой точки в городе Риека. Здесь находятся блоки разных эпох, посмотрите. То, что сохранилось от прежних времен. Частями, конечно, это все новое, восстановили стены, и саму башню уже восстановили после войны. Ну, опять же, восстанавливали все по чертежам, так что, надеюсь, это все сделали, как было до землетрясений и разных вот разрушений. Всего лишь несколько пролетов отделяет меня от вершины башни. Это еще нормальная лестничная такая. Ну вот и все, ребята, я на башне. Ну, такой у нас сегодня вышел воскресный культурный выход в город. Хорошо погуляли, покушали, попробовали хорватский специалитет, то есть блюдо. Ну и посмотрели немножко истории. Так что давайте, ребятушки, едем сейчас мы домой, и на сегодня хватит, будем отдыхать. До новых встреч, с вами был Андрей, всем пока.